Всех приветствую на своем тормозном обзоре. И сегодня у нас на ремонте нога от вилки Химала. Это нога от вилки, которая работает у меня. Работает уже 3-й год. И этот эксперимент все никак не хочет умирать. Но в прошлом году, в конце сезона, была очень сильная уборка. И у меня произошло вот такой вот скол на вилке. Достаточно глубокий. Видите? И будем сегодня его убирать настолько, насколько это будет вообще возможно. Анод у вилки не сошел, но видно, что он тертый, рабочий. То есть, в принципе, жить можно. Вилка работает исправно. Прошла не один тюнинг уже. Будем чинить. Из инструментов нам желательно очень острое тонкое лезвие, желательно которое будет гнуться хорошо. К примеру, вот такие вот лезвия, которыми я сам бреюсь, которые использую в Т-образном станке. Стоят они дешево, а качество у них отличное. Для наших целей отлично подходит. Потом нам потребуется щетка. Для того, чтобы вычищать, промывать, нам потребуется спирт. Вот. Нога полностью на данный момент обезжирена ацетоном. Также нам потребуется ультрафиолетовая паста Mechanics. И еще потребуется вот такая вещь, которая не требуется. И еще потребуется вот такая вещь, которая не требует каких-то корпусов. Работает исправно уже много-много лет. И ни одну вилку оно починило. Это ультрафиолетовый фонарь. Для того, чтобы запекать слой. Хотя, если честно, я уже планирую поменять его на какой-то более мощный и более какой-то совершенный. А то, если честно, экспонирование слоев идет медленно с таким фонариком. Ну, это лучше, чем ничего. Ну, салфетки, наждачная бумага тысячных номеров, водичка для того, чтобы ее там отмачивать. И в целом все. Приступаем к ремонту. Скол надо хорошенько промыть и прочистить. В прошлом своем видео я показывал, как это делается. Очень хорошо щеткой прочищаем скол, чтобы он был чистенький, не было ни грязи, ничего, чтобы нам ничто не помешало для заливки пастой. Так. Перед этим скол желательно обработать. Ну, к примеру, я использую строительный нож. Вовнутрь скола вот такими движениями я заворачиваю все заусеницы, все какие-либо выступающие части самого скола, а потом аккуратненько их вырезаю ножичком. Сейчас даже продемонстрирую, у меня тут он как раз лежит рядом. Выглядит это таким образом. Вот берем лезвие и вот так вот раз, 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 все вовнутрь. То есть минимизируем контакт лезвия и поверхности анода. Вообще, если честно, я не ожидал, что анод на вилках Химала будет настолько живучим. Если честно, даже некоторые версии Морзоч и
боксеров не могут похвастаться такой живучестью. Прям что-то с чем-то. Так, значит, мы прочистили нашу дырочку. Так. Вот она чистенькая у нас. И все у нее замечательно. Начинаем заливку. Так, заливка. По чуть-чуть, как и в прошлый раз, мы выдавливаем пасту. Так, сейчас я себе подложу салфетку, чтобы успешно вытирать ненужные остатки пасты. Так, вот у нас есть паста. По чуть-чуть выдавливаем ее на зубочистку. По чуть-чуть не получилось. Ну что ж, этого хватит. Нам, скорее всего, с лихвой. Так, берем капельку и наносим ее прямо в самый центр. Вот такими закрашивающими движениями. Как кисточкой. Вот так вот нанесли. Сейчас я покажу. Видите, капелька прямо в самом центре. Теперь будем эту капельку экспонировать. Берем ультрафиолетовый фонарик и производим засвечивание. Так, слой у нас подзастыл. Смотрим. Выглядит вот такой аккуратной капелькой. Конечно же, немножко выступающий. Но это ничего страшного. Все, мы это будем убирать, срезать. Так, берем лезвие. И тихонечко, вот так вот его изгибая под углом, вот такими движениями начинаем двигаться. Так. У нас вот такой слой образовался. Сейчас немножко. Вот такой вот слой. Он уже немножко подрезан, не топорщится. Сейчас мы его проэкспонируем еще раз. Экспонировать будем много и часто сегодня слоев. Это связано с тем, что слой, который нанесся, он достаточно толстый. И получается, что внутри он не проэкспонировался, не застыл, не засох. И в связи с этим, срезав небольшую часть, мы этот слой сейчас будем засвечивать. Я, наверное, вот это вот дело вот так вот вытру капельку. Если что, с нее будем брать и закрою, чтобы у нас не сохло. Итак, что у нас тут смотрим? Видно, что у нас образовалась небольшая латка. Это хорошо. Говорит о том, что мы все делаем правильно.
Так, продолжаем дальше. Набираем немножко смолы. Наносим в центр. И можно сейчас немножко по краям ее размазать. На самом деле такие вещи мало кто показывает. Я уже говорил об этом, потому что это является доходной статьей механиков, которые чинят вилки, амортизаторы, заливка вот таких вещей. Поэтому у них стараются не распространяться. Так. Про такие технологии заливки. Так. И засвечиваем. Так, ладно. Берем 1200 наждак. Немножечко. Буквально совсем чуть-чуть. Вот такой вот кусочек. Бросаем его на произвол судьбы в воду. Пускай он там поотмокает немного. И будем сейчас потихоньку это дело мы легкими движениями, вот такими, слегка касаясь, по направлению движения ноги, немножечко пошкрябаем. Кстати, да, тогда человек, когда восстанавливал Марзочи свою, ничего, остался доволен. Покрытие все еще держится. Все хорошо. Сейчас главное ТО делать всегда вовремя. И все у него будет замечательно. Так. Чуть-чуть верхние слои начинают сходить. Так. Еще немножко засветим. Не думаю, что у меня получится эту дырку хорошенько замазать, потому что она идет как бы само вот это вот отверстие, оно вот так по касательной вовнутрь идет. Получается, что есть грани, которые совсем очень тонкие. Ну что ж, сделаем, что смогу. Я вообще удивлен, что эта вилка прожила столько. Откатала целый сезон в Красной Поляне и, блин, она осталась жива. Уже, считайте, вложения отбила свои, учитывая стоимость нынешних вилок. Ну, правда, и сделано с ней было много чего. То есть она доводилась до ума по полной. Настоящий дзен. Ловишь, чиня такие вещи.
Сейчас вот излишек аккуратно срезаем. Ну, она уже почти пальцем не чувствуется. Хорошо затвердело. Очень даже неплохо. Набрала твердость. Кстати, очень был приятно удивлен, что мой тот первый гайд по ремонту, который я выкладывал Дропофа, я увидел, что человек ВКонтакте на Roll All Day отписывался, что ему этот мануал помог, и все у него хорошо. Я очень был рад, что действительно кому-то смог помочь. Что ж, это замечательно. Так, где там наша наждачка? Так, она еще глубокенькая. Ну вот этот вот белесый скол мне действительно будет не замазать. Сейчас я его покажу. Потому что он очень сильно скошен. Вернее, не сильно скошен, а угол скоса у него очень маленький. И поэтому его, скорее всего, не затереть будет. Видно, что еще раковинка как бы есть там. Мы сейчас будем дальше продолжать замазывать. Но уже все гораздо лучше выглядит, чем было до этого. И не так страшно. Продолжаем. Только надо все промыть. Так. Хорошо. Продолжаем. Так, хорошенько размазываем, чтобы у нас получился более равномерный и тонкий слой, чтобы засыхал он лучше. И снова засвечиваем.
Так, слой набрал плотность и твердость. Его сейчас можно аккуратно вот такими легкими движениями бритвы сравнять. Главное анод не дергать так. Так. Повторюсь, что такую вещь и процедуру технически может повторить каждый. Помню, моя первая заливка была на вилке Marzocchi Junior T, двухкоронка, 2006 года, итальянка. Вот. На dirt.ru я писал по ней статью, каким образом залить, используя эпоксидную смолу и, например, какой-нибудь краситель. Я в качестве красителя взял черный тонер тогда для картриджей, которые используются для заправки. Эпоксидка, кстати, с тонером достаточно классная вещь. Очень прочная получилась заливка. Вилку я потом спустя 4 года продал. А потом спустя года 3 увидел ее снова в продаже. Хотел купить, но не успел. В общем, катается сейчас где-то, наверное, по Екатеринбургу. Ну что ж, удачи этому владельцу. Вилка классная, она мне нравилась. Продал, потому что я на тот момент купил себе шестерки, что ли, у меня уже были тогда. Вот. Как-то так. Так вот потихоньку стачиваем. Давайте-ка еще раз просветим. Все же внутренние слои хуже пропекаются, если мы используем, вернее, если мы накладываем достаточно тонкий, толстый слой. Ну, вернее, для того, чтобы их пропечь, нужно более мощный фонарь. Но у меня вот такой вот есть. Так. Очень-очень аккуратно, очень-очень нежно. Представьте, что вы гладите девушку, и все у вас будет хорошо. Когда, я говорю же, такие вещи чинишь, прям настоящий дзен ловишь. Так, тут уже неплохо получается. Не стоит беспокоиться о том, что получившаяся латка у вас матового оттенка. Она, когда вилка будет работать и сжиматься, она немножко притрется у вас.
и сгладится. Так что не переживайте по этому поводу нисколько. Вот так. Сразу предвижу вопрос, почему я снимаю не вдоль хода. А все потому, что у меня там очень непростой скос. И вот этот скос я хочу по максимуму залить. Вот. Поэтому я снимаю вдоль скоса вовнутрь, который идет в само отверстие. Снимаю совсем по чуть-чуть. Едва-едва касаюсь. Ну вот, другое дело уже становится. Так. Ну да, как я и говорил, скос очень пологий, на нем плохо держится. Ну ладно, это не страшно. Вот он. Главная основная дыра там должна быть залита. Уже даже пальцем почти не чувствуется. Ну-ка, пробуем. Ну что ж, вот такой вот получился у нас результат. Так. Она залита. Ну вот этот вот пологий скос, к сожалению, его не залить и не убрать. Ну да ладно, сколько проживет, столько проживет.
Эта вилка уже свое, в принципе, на свои деньги уже отжила. Я ее все никак добить не могу. Вот, как-то так. Я даже, если честно, знаете, что думал? Засверлиться здесь немножко. Чтобы здесь были более такие пологие, что ли. Не пологие, а более крутые спуски. Залить было бы легче. Ну, если и дальше будет так продолжаться, можно будет засверлить да залить. Вот и проверим. Ну вот как-то такой вот результат. Ладно. Все-таки это лучше, чем вообще ничего. Как бы вот верхний слой совсем слез. С дропофом, конечно, было повеселее. Так, засветим. Да, кстати, вот эта царапина, я ее не сразу заметил, когда тогда упал. И получается, что она мне испортила верхние бушинги фоксовские. Я поэтому все поставил назад. Родные бушинги от Химала. Так. Ну вот такой вот результат. Бывало и лучше. Она потом зашлифуется там. Так. А еще есть один нюанс, который я хотел показать. Меня очень сильно заколебали вот эти поролоновые колечки. Вот это вот нога, вернее, не нога, это штанина. Я вовнутрь поставил полноценный сальник. То есть стоит пыльник, там сальник, там дальше уже бушинги стоят. Потому что я уже устал. Я просто с этими кольцами поролоновыми уже не могу. На самом деле, почему вообще стали эти кольца-то использовать? Раньше же на всех вилках, вообще на всех, не только на Марзуче, всегда использовали пыльники и использовали сальники. То есть вот нормально полноценная пара. Это было сделано для того, чтобы вилка просто была живучая. И вот вы вспомните, например, те же самые Марзучи. Они же ведь все еще, спустя 20-30 лет, они все еще в строю, все еще ходят. Потому что у них открытая, во-первых, масляная ванна, а во-вторых, они используют именно вот такую систему. Нормальный полноценный пыльник, и внутри стоит полноценный сальник. Это еще также сделано для того, что у них подкачка воздухом идет через основную ногу, левую, правую или через обеи сразу. И по сути воздух у нас находится не в самой ноге, а воздух у нас находится, может даже вплоть до того, чтобы находиться в штанах. Вот, то есть само давление. И эти сальник и пыльник, они предназначаются для того, чтобы держать это давление. Что я планирую по этой вилке в этот раз, чтобы она еще хотя бы сезона 2 откатала, и ее можно было бы менять? Я, наверное, просто сделаю следующее. Залью, наверное, миллилитров по 80 в каждую штанину. Этакий аналог будет открытой масляной ванны. Все там будет хорошенько смазываться. И ничего не будет течь. Потому что стоит нормальное уплотнение. И стоит нормальный
пыльники. Это очень важно. То есть приходим к истокам. Вот. Так что так. Ну что ж, на сегодня у меня на этом все. Большое спасибо, что смотрите меня. Большое спасибо особенно за вашу поддержку. Ручки люди потихоньку покупают. И я очень надеюсь, что они действительно будут радовать их, и все у них будет хорошо. Также по всем вопросам, если у вас какие-то вопросы по тормозным ручкам с модификациями остались, вы всегда можете со мной связаться, и я всегда вам помогу, подсоблю чем-нибудь, или же подскажу советом, вплоть до прокачки вашего тормоза. То есть такое тоже возможно. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.